Мы с вами находимся на канале «Открытый бизнес». Сегодня мы в гостях у Максима Натапова, основателя One International School. Мы продолжаем наше интервью, и во второй части мы говорим о коммерческом образовании как о бизнесе. Максим, пожалуйста, можно осветить такой момент, кто ваши клиенты, каковы их запросы, какова стоимость обучения в вашей школе и как стать, собственно, учеником? Клиентами нашей школы являются родители, которые хотят получить то образование, о котором я рассказывал в нашей предыдущей части. Да? То есть те, кому важно поступить в университеты ТОП-100. То есть это большой английский, сильный академ, атмосфера, селективность. Вот это все там описывает нашу школу. Вот. Поэтому какие у них запросы? Слушайте, мы давно уже перестали смотреть на запросы. Мы, наверное, реализуем то, что мы запланировали, то, что мы больше знаем, у нас больше запрос к себе больше, чем у наших клиентов. В конечном итоге все хотят получить какое-то комплексное решение, которое бы было понятно, прозрачно, ребенок радостный ходил в школу, у него был высокий запрос на познание, у него были друзья, они участвовали в какой-то внешкольной жизни, шла интеграция с международным сообществом. Наверное, за это нас школы выбирают. А там куча еще многих моментов, то есть должно быть все очень красиво, вкусно, богатейшая матрица доп. Образования должна быть, календарь увлекательный, там должна быть обязательно ночь в школе, там посадка деревьев, не знаю, там поездка, там, не знаю, приезжают гест-спикеры, там, и так далее, и так далее, и так далее. Они делают какие-то олимпийские эти проекты, и так далее. Наверняка наши подписчики хотят узнать стоимость обучения. Стоимость обучения у нас в школах, вы знаете, я, может быть, не все знаю, но мне кажется, там порядка 1 000 000 рублей в год. Да? Как стать учеником школы, если адмиссия? Да, адмиссии есть. Адмиссия достаточно, такая среднесложная. То есть мы не решаем задачу собрать победителей всеросов, но мы в то же время хотим таких, достаточно таких подготовленных деток. Но это не только мы, это вообще все московских школ частных новой волны, их немного, и они все, в общем-то, эту задачу решают. Что называется, могут себе позволить. Поэтому мы попасть можно, мест крайне мало, мы отдаем, чтобы вы понимали, там в школу берется 2 класса, в классе по 20 детей, 40 детей всего. И мы, безусловно, отдаем предпочтение нашим выпускникам нашего дошкольного отделения. Поэтому, если предположить, что большая половина из них поднимется в 1 класс, то на весь город остается крайне мало мест. Поэтому такие большие конкурсы. В общем-то, надо раньше суетиться, раньше пытаться. Самый простой способ попасть в наши сады. Потому что система подготовки там сильная, она синхронизирована с школой. Соответственно, то есть это такая бесшовная интеграция, она самая простая и для ребенка комфортная, и дает больше шансов на поступление, хотя это не 100%. Если говорить о продвижении и развитии школы как бизнеса, какие инструменты здесь могут быть с точки зрения продвижения? Инструментарий последний год, конечно, сильно сжался, он превратился в, по-моему, Яндекс. И опять же, я сейчас, может быть, не все детали знаю, потому что, я знаю, что Яндекс работает, все остальные каналы, они схлопнулись, из таких медийных, которые стабильно давали поток клиентов. Очень важна работа просто когда у школы уже есть репутация, в этом плане нам проще, потому что есть рекомендации, есть уже устойчивая база клиентов, и они очень лояльные. Мы сейчас завершаем замер НПС, какой-то очередной, динамика очень хорошая, люди прям фанаты школы, это очень здорово. Поэтому этот сарафан, это для тех, кто в Москве прописан, то есть есть какие-то люди новые прибывающие, они пытаются как-то понять, сформировать, они заходят на какие-то агрегаторы. У школы наверняка есть какой-то план развития. Можно нам немножко остановиться на перспективах развития, ближайшие, допустим, 3-5 лет? Мы сейчас корректируем наши планы, потому что у нас вообще в наших планах открыть еще 2-3 большие полноценные школы в Москве и на этом завершить московскую эпопею развития. Мы с высокой вероятностью в следующем году откроем еще 1 кампус в Москве. Для нас эта школа, это значит, это от дошкольного отделения от 2 лет до 17-18. Это цикл, в котором мы работаем.
Да, и у нас на 25-26 год стояли планы по международной экспансии. Но обстоятельства так складываются, что мы эту экспансию начинаем уже в этом году активнее. Как я говорю, грибы выросли, надо с ними работать. Это очень важно, да, потому что хороших таких международных школ с российской культурой, с российской традицией во всем мире крайне мало. И это, я считаю, наше огромное упущение. То есть куча австралийских, канадских, шотландских, не знаю, индонезийских школ. Вот российских школ хороших, таких интернациональных, их крайне мало. Поэтому мы этот дефицит будем восполнять. Мне кажется, вообще отличная миссия. И если говорить о коммерческом образовании как о бизнесе с точки зрения инвестиций, рисков, окупаемости, можно здесь назвать какие-то основные моменты? Что нужно, чтобы запустить школу? Ух, какой вопрос. Это очень дорогое удовольствие. Детская школа – это не детский сад. Самый гарантированный способ запустить свою школу – это построить свою школу. Здание, где мы находимся, там стоило, по-моему, из открытых источников, $1 миллиард рублей. Вот что значит школа. Вот. Это делают наши партнеры, собственно, застройщики. Большое им спасибо, они очень большие молодцы. Поэтому это самый простой способ. Если нет возможности построить школу, то надо найти здание. И те, кто подарит, в дар передаст здание или передаст его на каких-то других возможностях. Если говорить о сроках окупаемости, можно назвать какие-то цифры? Тут надо разделять окупаемость. Есть понятие этого здания, property, да, или капекс. У него, мне кажется, что оно окупается сильно больше 10 плюс лет. Во всем мире по-разному оценивают. В России это кажется очень плохая окупаемость, а в Европе, в мире это нормальная окупаемость. Потому что это очень стабильный, устойчивый бизнес. То есть я могу сказать, что сейчас, несмотря на все катаклизмы, мы достаточно уверенно себя чувствуем. Потому что когда у тебя есть репутация, да, то есть ты уже уходят одни, приходят другие. Да, то есть и ты устойчив, и это очень важно. Окупаемость от здания, я вам описал цифры. Если говорить окупаемость операционную, то здесь все очень индивидуально. Все очень индивидуально. То есть школа вообще за 2-3 года должна выходить в операционный плюс и быть устойчивой. Это, собственно, норма. В мире медленнее происходит, у нас быстрее. Такая специфика. Мы говорим о том, что это достаточно стабильный бизнес, особенно когда есть репутация, когда имя работает уже на саму школу. А какие риски все-таки следует учесть начинающим в этой сфере предпринимателям? Слушайте, я бы никому не советовал заниматься школами. Тревожный, волнительный бизнес. То есть у него есть очень красивая сторона, да, ты видишь... дети растут, ты их такими видела, они уже такие, они тебе вешаются на шею, обнимают тебя, ты видишь их развитие, это потрясающе. Они все как твои дети, да, то есть они все мои дети или наши дети, это очень приятно. Но это же одно дело, ты отвечаешь за своих детей, а другое дело, тебе других доверили. У меня был такой случай однажды. Один из любимейших моих олигархов, таких российских, мы в его бизнес-центре открыли детский сад. И он пришел без предупреждения со свитой, ходил, смотрел а его заставили обувь снять, тапки одеть. Потому что мы тогда, эти бахилы рвутся, а там же детки, поэтому мы попросили. И он потом, он меня пригласил на встречу, мы встретились, и он мне говорит, у меня столько детей, они по всему миру учатся, мне первый раз ботинки заставили снять. Как же это так? Я говорю, обращаясь по имени отчеству, говорю, понимаете, климат у нас же, детки тут маленькие, говорю, бахилы рвутся, я говорю, просто да, я говорю, даже если президент придет, мы бы тоже попросили. Я не знаю, принял он бы наше, не принял, но в всяком случае попросили бы, потому что, правила единые для всех, и мы, когда вам доверяют детей, да, это не то же самое, когда у меня тоже много детей, это не то же самое, когда ты со своими, да, ты можешь, а тут ты плохо спишь. Потому что ты несешь ответственность. Потому что там, если ты приходишь, например, тут скорая помощь стоит, а тут мы же вообще не можем никакую медицинскую оказывать практически. И все время это нормально, да, это как раз по нормам. Приезжает скорая, ты видишь эту скорую, думаешь, боже мой, да что ж такое-то вообще не... что случилось? Не знаю, у педагога давление скакануло. Думаешь, бог. В общем, это все, это очень такой невысокомаржинальный, очень ответственный бизнес, да, то есть поэтому мы абсолютно просто зациклены на вопросах безопасности, на все эти санпины. И кстати, я очень поддерживаю российские все санпины, потому что они такие, на мой взгляд, они
справедливые и требовательные. Это слава богу, что они такие. Но все равно это бизнес тяжелый, поверьте. Поэтому я никому не рекомендую. У меня был такой опыт. Я в 2017 году с моими друзьями сколковскими на лодке парусно пересек Атлантику. Случайно так это получилось. И я вот хочу сказать, что это одно из лучших моих впечатлений в жизни, но я никому это не рекомендую. Вот, так что это, наверное, про Взгляд бизнес. изнутри, да? Вот еще раз, это вау, круто. Это вообще это то, что мы любим вспоминать, там кучу историй. Но вот никому не рекомендую. И вот в образовании тоже. Не надо Спасибо, туда да, ходить. за это откровенное искреннее мнение. Максим, спасибо за уделенное время. Очень приятно было побывать у вас в гостях. Еще раз повторюсь, мы были в гостях у Максима Натапова, основателя One International School. Добро пожаловать. Спасибо. Было интересно. Спасибо большое. Паш, звук проверь. Все хорошо? Все отлично. Четко, да? Точно? Прекрасно.